Это Таро-прогноз, Таро-предсказания для знака зодиака Овен. Что ждет Овнов в январе 2024 года во всех сферах жизни? Что хорошего случится с Овнами? Давайте посмотрим на Таро «Лучезарное солнце» и на оракуле Moonology. Итак, я астролог и таролог Татьяна Мин. Я считываю карты по моему астрологическому методу. Поэтому я достаю 6 карт, что соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Так, 6 карт для Овнов на январь. Самая первая карта просто замечательная. Это какое-то партнерство, которое возвышает вас, которое делает вас мудрее. Либо вы сами становитесь таким мудрым человеком и осознаете, что очень многого в этой жизни можно достичь благодаря партнеру. Причем этот человек может быть как ваш муж, жена, так и какой-то учитель, партнер по бизнесу, отец, мать, брат, сестра. То есть тот человек, с которым вы будете иметь дело в январе, а может быть это знакомство или эта связь у вас будет длиться всю жизнь, либо много-много лет, потому что здесь Юпитер в Козероге. И это, конечно, благоприятное положение для любого вида партнерских отношений. Но здесь еще написано контроль, да, на этих картах. И, может быть, вы контролируете партнера, может быть, он контролирует вас, но это не несет такого характера в отношениях, как, например, отношения по Скорпиону. Здесь имеется в виду контроль над собственной личностью, над собственными эмоциями, такой благоприятный контроль, который граничит с гармонией, с гармоничной личностью. Поэтому здесь на таком бытовом уровне, конечно, многие овны могут встретить людей из других стран, старших по возрасту, уважаемых людей. Люди, ваши партнеры, ваши близкие друзья и личные любовники, которые повышают ваш статус в собственных глазах и в глазах общества. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, чтобы смотреть все полностью. Карта Марса в весах, или карта выбора, как здесь указано. Но когда Марс у человека стоит в весах, ему, конечно, легче делать выбор, чем если у него, например, Луна в весах или Солнце в весах. Потому что Марс все-таки дает какую-то определенную силу, активность. И, возможно, вам придется выбирать что-то относительно финансовой жизни. Сейчас, секундочку, поправлю камеру. Все видно, все, простите. Итак, Марс в весах – это может быть выбор, куда потратить деньги, что купить, а также еще даже выбор, наверное, в любовной жизни. Может быть, даже партнер вам преподносит какой-то выбор, может быть, советуется с вами, куда ему пойти работать или как поступить в какой-то ситуации. Может быть, вы вместе с партнером обсуждаете, стоит ли вам совершать дорогую покупку, стоит ли вам увольняться с работы. И вот что-то такие вопросы между финансовой стороной и личной жизнью, и даже, может быть, это выбор связан каким-то образом с интимной, сексуальной жизнью и партнерством, но вы будете здесь активны в любви и в деньгах. Может быть, это касается только отношений, может быть, это у кого-то касается только финансовой сферы. Здесь еще интересно, ноги у человека в таких оковах, и тоже, может быть, у вас будет, может быть, вы не сможете сделать какой-то выбор по какой-то причине, у вас будет какое-то затруднительное положение в январе. Интересно, почему такое может быть. Мы сейчас еще дополним это другими картами. Опять выходит карта весов, но на этот раз уже Солнце в весах, и здесь гармония.
И это прекрасно, потому что здесь третий, девятый дом. Опять у нас третий, девятый дом очень гармоничен, да, потому что здесь у нас был тоже Юпитер, который отвечает за девятый сектор, сектор всего иностранного. Поэтому, скорее всего, многие весы будут действительно как-то очень гармонично общаться с другими людьми, слушать и сами тоже давать какие-то советы. Может быть, это партнеры из других стран, из других городов. Может быть, это много переписки, какого-то приятного общения, разговоров по душам. Может быть, кто-то пойдет учиться, либо получит какое-то образование. В любом случае, все навыки, умения, которые вы захотите получить в январе, овны, у вас будут легко вам даваться. Может быть, вы сдаете на права любой экзамен, может быть, вы начинаете говорить на другом языке. Все это очень легко. Но в первую очередь, конечно, весы — это партнерские взаимоотношения. Поэтому, скорее всего, вы будете такой милый и улыбчивый весь декабрь человек, что с вами захочется знакомиться, либо даже без лишних разговоров, да, потому что много-много разговоров и общения — это все-таки ближе к близнецам, а здесь весы, поэтому здесь вы просто будете в гармонии с собой, даже если у вас не будет рядом много людей, все равно природа, все, что вас окружает, даже одиночество, все покажется вам очень приятным, потому что здесь ваши мысли будут очень спокойны и равномерны. А вот здесь у нас в секторе домашней жизни могут быть какие-то выяснения отношений. Может быть, вам придется поставить на место своих детей, своих родителей, супруга, например, с кем вы живете. Да, здесь у вас будут какие-то стычки, да, но это не обязательно, конечно, может быть связано с вашими домашними людьми. Например, вы делаете ремонт, и вы должны как-то доказывать своим рабочим, да, как вам лучше построить дом или какой ремонт вы там затеяли, да. Может быть, это связано с вашим служебным положением. Вам придется доказывать свой статус, то, что вы достойны этой должности, да, может быть, как-то победить конкурентов. Может быть, это выяснение в семейных вопросах между людьми из семьи, да, старшими родственниками, тоже как-то у вас какая-то конкуренция здесь будет. Но здесь, скорее всего, вы сможете, причем эта карта — это ваша Овен, да, Солнце в Овне. То есть, скорее всего, для вас очень важно будет вот ваш статус, чего вы стоите, насколько вы смелы, чтобы отстаивать свою позицию. И все-таки здесь мы видим, что дракон преклонил свою голову перед воином. Вы — это как воин, поэтому, скорее всего, вы добьетесь желаемого, даже не причиняя вреда другому человеку, не раня его мечом, да, а, возможно, умением правильно договориться, правильно расставить приоритеты, найти нужные слова. Так что, скорее всего, здесь у вас будут какие-то активные продвижения относительно дел, связанных с недвижимостью, и, может быть, даже с начальником кто-то будет выяснять отношения. Тут в зависимости от того, что вам ближе в данный период времени будет в январе. Но так как январь у нас все-таки тема Козерога, да, может быть, действительно многие овны будут бороться за свое место под солнцем в плане карьерных каких-то достижений. И здесь вот еще одна карта борьбы. Здесь уже солнце в Скорпионе, и тоже это знак, в общем-то, похож на Овен, да, потому что Скорпион делит Марс с Овном. Скорпион и Овен, они вместе, их планета-управитель является Марс. И здесь опять вы как будто бы выясняете отношения, но уже со своими друзьями, с какими-то единомышленниками. Может быть, вы хотите занять первое место в каком-то конкурсе, в каком-то споре. Может быть, это ваши клиенты даже, или какие-то люди, перед которыми вы должны показать свое истинное лицо, в том плане, что не упасть в грязь лицом, да, здесь у вас такая борьба, но вы тоже одерживаете победу, опять же, я не знаю, возможно, у вас будет такой активный месяц, что вам придется отстаивать свои позиции по многим вопросам, как в личной жизни, так и на работе, особенно в бизнесе, может быть, борьба с конкурентами, и здесь вам придется
больше внимания уделять своему бизнесу, может быть, больше рекламы, как-то привлекать клиентов, как-то делать специальные выгодные предложения, да, которые будут выдвигать вас на первый план среди потребителей. А здесь карта, которая, в общем-то, относится к сектору тайны. Здесь у нас Меркурий в рыбах. И это как раз карта говорит о том, что вы активно подключаете свою интуицию и видите ситуацию с нескольких сторон. И здесь сразу хочется сказать, что если вам кажется, что как-то вот так именно надо поступить, или вам кажется, что эта ситуация вот так будет развиваться, или она началась потому, что вот этот вот человек, вам, значит, не кажется. Скорее всего, вам интуиция подсказывает правильно, и вы, интуитивно даже сможете найти выход из любой сложившейся ситуации. Здесь у вас может быть какие-то знания на основе интуиции основаны. Даже, может быть, вы не обладаете конкретными какими-то информацией, но вы видите ситуацию со всех сторон. Поэтому это очень хорошая карта, особенно в 6-12 секторе, помогает вам интуитивно добиться успеха в ваших повседневных делах, сделать какой-то выбор, может быть, даже излечить себя интуитивно, понять свое тело, или какое лекарство принять, или что-то, может быть, сейчас не нужно это лечение отложить, может быть, стоит заняться профилактикой. То есть вот такие вопросы вы будете очень быстро решать в январе. Давайте дополним карту Марс в весах, в финансовом секторе. Что здесь карты хотят сказать нам? Статус. Скорее всего, вы как-то захотите повысить свой статус и будете использовать для этого свой уровень комфорта, деньги, может быть, как-то... Как правильно выразиться? Здесь вообще у нас Юпитер в Тельце, да, и это само по себе уже такое положение хозяина, денежного человека, у которого есть деньги. И, может быть, действительно, если вы женщина, например, то у вас будет человек, который как-то поможет вам повысить свою себестоимость, свой статус за счет вот каких-то материальных вложений, ваш как спонсор, или просто за счет какой-то реальной помощи вам, потому что телец – это реальная помощь, это такая вот хозяйская жилка в человеке. Может быть, это ваши родители или какие-то другие партнеры, потому что 2-8 сектор – это партнерские деньги, да, деньги какого-то человека, который помогает вам. И поэтому здесь у вас все прекрасно будет с деньгами. И я думаю, что здесь у многих овнов будут какие-то интересные взаимоотношения складываться, как я уже сказала, с очень уважаемым статусным человеком, либо вы как-то, может быть, вас повысят на работе, и у вас будут больше финансовых поступлений, может быть, какая-то дополнительная еще выплата к вам придет в январе. И здесь, если вы делали выбор, там, стоит ли вам идти на эту работу или нет, то, скорее всего, выбор будет сделан правильно, это принесет вам уверенность в себе, или деньги, или и то, и другое, поэтому здесь очень хорошая карта выходит. Что скажет колода Moonology для овнов на январь 2024 года? Новая луна в знаке зодиака Рыб – это, конечно же, развитие своей интуиции и какие-то приятные творческие мероприятия. И полная луна. Интересно. Здесь, скорее всего, особенно полнолуние, которое будет в январе, может у вас проходить очень эмоционально. Может быть, вы будете заниматься какими-то духовными практиками или просто порывом. Это может быть какая-то влюбленность. Может быть, вам захочется помолиться, помедитировать, слушать музыку, петь, танцевать, рисовать. То есть как-то выразить свое творчество, высказать свои эмоции во мне, даже вот поплакать, да. То есть вас будут переполнять эмоции, и здесь вот по этим картам вам не стоит их сдерживать. Может быть, стоит признаться в любви или отдаться этому чувству, да. То есть у вас очень благоприятная энергия к этому. И даже если вы, например, злитесь на кого-то, да, и вам хочется что-то высказать, естественно, в
ну, в нормальном виде, да, вы можете выразить свои эмоции, потому что вы как будто бы их сможете гармонизировать сразу. Это не разрушающие эмоции, а наоборот. И здесь вот у нас эти карты, в общем-то, одно и то же. Эмоции, которые, наоборот, внутренне вас гармонизируют, они разрушают вас. То есть это не злость какая-то или зависть, а вот именно вам действительно не доставало чего-то. Может быть, вы наконец-то выспитесь в январе и как-то восстановите свой энергетический баланс, почувствуете прилив сил, да, потому что Луна полная, это какие-то приливы. Так что вот такой расклад для вас, Овны. Желаю вам всего самого прекрасного. С вами была я, Татьяна, астролог и таролог. И до встречи на моих новых видео скоро. Всем пока.